Всем привет! Сегодня мы расскажем про работу в клинче для дуэлей. Прежде всего, у нас в гостях Батист Хвати. Совершенно случайно встретил его в магазине Donjon, который здесь находится у нас в зале. Плюс магазин Donjon предоставил вот эти вот прекрасные щиты для съемок, потому что в зале у меня здесь ничего нет. Поговорим сегодня про работу вблизи, в клинче и работу там в основном щитом. Мы рассмотрели всю базовую технику, и там только фехтование в чистом виде, без какого-либо контакта с противником. Тем не менее, это не то что важно, это важнейшая часть фехтования дуэльного, как оно есть сейчас на соревнованиях. То есть, если вы посмотрите, там никто особо не обменивается ударами. Там либо совсем дальняя дистанция, либо уже работа вблизи, когда активно идут всякие прихваты, ужимки, запихивание щитов за спину. И сейчас рассмотрим два основных момента, как это происходит. Начнем с простенького. Это момент, когда вражеское оружие попадает нам в левое бедро. То есть был нанесен прямой удар, я его пропустил. Что я делаю дальше на ближней дистанции? Давайте посмотрим. Батист, бей меня в бедро, в левое, бам. Все. Я так или иначе туда щит все равно дерну. Но обычно человек просто опускает, и начинает сожалеть о том, что произошло, просто пропустил и все. Вот. Если у товарища опытный, вы возьмете и меч этот прихватите. После чего у вас появится свобода действий, пока Батист будет пытаться вынуть меч, вынимай. Вот, можно будет подшагнуть вперед еще, тем самым потянув время. У вас есть время сделать следующее движение. Обычно, что касается именно того, что мы делаем после, сразу обозначу, потом разберем конкретно, чем я там чего захватываю. Поставь обратно. Давай развернемся. Ударил, захватил. Самое лучшее, что можно сделать, мы чуть-чуть показываем мечом удар вверх, пробиваем в ногу и опять, начиная переходить вверх, опять бьем в ногу. Обычно это все, что мы успеваем, потому что больше уже не выйдет. Как правило, противник уже меч успеет выдернуть. Но сунуть в ногу, сфинтить и опять сунуть в ногу у нас времени хватит. Противник, естественно, будет в приоритете его голова. Он будет ее прежде всего защищать, на ноги не отвлекаться. Теперь, как мы захватываем, как обычно получается захват оружия. Прошел удар, бам. Просто бросаем щит вниз, и, как правило, получается захват именно вот в это пространство между кулаком и кромочкой. Тук. Накрыли и прижали. То есть не надо рукой хватать. На самом деле не надо ничего держать. У нас там латное бедро, и мы вот этим треугольничком просто клинок, нормальный меч, он менее объемный, чем Тимбара, просто в этот треугольничек зажимаем. Оттуда его уже достать, только вот на себя выдергивать. Выдергивай на себя, просто дерни. Выдерни на себя. Потяни. На себя, к себе. Вот. До конца вытяни просто. Вот, только в эту сторону можно вытянуть. То есть в сумме это происходит вот так. Давай на скорость. Бей. Давай чуть побыстрее. Прям с любой скоростью. С этим разобрались. Отрабатывать можно точно так же, как и делается. То есть просто ходите с противником и просите его бить только в ногу. Сами сознательно ее открываете. Бам, бам. Ходили. Правилами турниров это не запрещено, как правило. Запрещено хватать рукой. Но рукой обычно и не схватишь. В принципе, это может быть элементом тактики. И в поединках с баклерами так и есть. Если вы обратите внимание, люди почти не бьют в ноги на баклерах.
это где-нибудь в конце только. Особенно прямые удары. Это опасно именно потому, что сразу захватывают, и на свой пропущенный один удар вам отвечают двумя. Или идут совсем в клинч, и будет вам неприятно. Все. Про этот подхват поговорили. Теперь самое важное. Это подхват под руку, вооруженную снизу. Как обычно происходит? Давай, Батиста, вернись обратно. Довольно трудно иногда вскрыть защиту квинту, которую противник ставит. То есть, если он там хорошо переходит с квинта в терцию, далеко держит таз, то пробить его порой бывает тяжеловато. Задача решается проще. Батист, встань в квинту. Вот. Допустим, Батист очень ловок, силен, и я не могу никак его пробить. Он далеко держит таз, там убирает ноги. Не могу. Но я здоровее, сильнее, и у меня есть возможность клинчевать. Я к Батисту подхожу, мечом контролирую его оружие, чтобы он быстро отсюда ничего не увел. Щитом беру, запихиваю сюда руку, просто под плечо. Убираю теперь мой меч, теперь Батист меня бить особо не может, и наношу свои удары. То есть я выключаю эту руку из работы. Когда у вас рука поджата снизу, вы можете только пробить в голову. Пока развивать тему не будем, просто вот первый способ — это просто запихнуть руку снизу. Еще раз в квинту встань, вошли, проконтролировали и запихнули ручку. Чуть-чуть развернемся к камере. Чем глубже запихнули, тем лучше. Тем сложнее оттуда выбраться. Следующий этап, если, например, по правилам разрешены клинчи достаточно жесткие и продолжительные, можно сделать еще страшнее. Можно залезть головой внутрь. То же самое, квинта. Проконтролировали, взяли и натянули. Ну, пройди-то. Натянули Батиста на себя. Здесь прижали ладошку сверху. Все, Батист отсюда вырваться не может. Дальше. И в первом случае, и при втором, когда вы входите в клинч, сейчас сделаем отдельно. Давай развернемся. В квинту опять. Вы потянулись за рукой, но обычно и ваш противник, если он опытный, да, обойди с другой стороны. Просто вообще с другой. Не ты, камера, с другой стороны. Он тоже потянется за рукой. Тянись вниз. Щитом. Да. То есть хороший боец так сделать просто обязан, иначе он ситуацию проиграет вчистую. Если противник хороший, опытный, то когда вы только дернетесь потянуть свою руку, он сделает то же самое. Чтобы этого избежать, подошли, надо сразу держать его щит к нему самому, либо просто подержать, вот, упереться гардой в плоскость, чтобы он не сразу, по крайней мере не сразу, вас пошел захватывать. Вот. И если противник дает, если вы сильнее и опытнее, ну выставите чуть-чуть от себя. То есть бам, оп, прижали. И дальше можно, старайся захватить щитом мою руку. Ну, под руку запихнуть и старайся. Вот. Бам, пробили, показали. И все время держим ручку здесь. Если Батист останется в пассивной позиции, никуда не уйдет, не будет меня захватывать, то он так и будет получать. Потому что у меня его плечо под ударом, его нога. Вот. И все время возвращаем руку на исходную. То есть вот так можно стоять довольно долго. Единственный шанс для Батиста сейчас спастись, особенно если я залез глубоко, и он выпутаться отсюда не может. Отсюда действительно почти не вырваться. Все, единственное спасение — это прыгнуть и изо всех сил засунуть руку мне под мышку. Ну, сделай это. Прыгай под руку. Нет. Вон туда. Да. Ну-ка, сделай это что своим сопротивлением. Попробуй запихай руку. Вот. Наша задача — не дать ему это сделать. Но у него будет шанс, когда я буду бить его сверху. Если я бью его сверху, он может
В момент замаха открывается рука, может поджать. Если я бью вниз, то есть обманул, ударил, он может встать левосторонний стойку. Левую ногу вперед. Вне стойку. Вот. Он может стоять и ждать, так я ему не даю открыться. Не открываюсь, придерживаю. Как только ударил в ножку, он может сделать первое движение. Нет, прижать щит, меч к ноге. Ну и как тогда подтянуть его и дальше сблизиться, так, чтобы я меч уже вынуть не мог. Ну вот, посмотрели ситуацию в развитии. По большому счету, когда вы видите бой меня и Иванова, меня и Петрика на баклерах, либо щит-меч, бои примерно так и выглядят. Мы пытаемся что-то сделать на дистанции безопасное, там как-то ручку пробить. А потом, когда надоедает, либо кто-то начинает проигрывать, там, 1 очко, вот, ему приходится инициировать вот ближний бой. А ближний бой — это не обмен ударами вблизи, это клинч. То есть мы сходимся и одновременно делаем... Тянись. Тянись, тянись, тянись своей рукой. Бам. Одновременно делаем так. Вот. Иногда это может кончиться, иногда до комичного. То есть 2 крутых бойца сходятся и делают... Прыгай. Так. Все, расходимся. Вот, без клинча, без достаточного владения, хотя бы без этих 2 приемов, накрываем снизу, подхватываем. Сейчас в дуэлях ничего не выиграть. Вы встречаетесь с человеком, который знает про клинч, и сделать с ним ничего не можете. Вы не можете провести серию, вы не можете реализовать никакие свои задумки. Он либо слишком далеко от вас, и вам с ним приходится как-то вот прямо фехтовать, либо он вблизи, и он просто там вас бьет. Потому что если вы не знаете, что делать, когда вас подхватили под руку или накрыли ваш меч, то вы ничего не сделаете. Подстановка щита, защита ничего не решит. То есть если вам руку взяли, вы бить не можете, а вас бить могут. Вот и все. И это может продолжаться довольно долго. Про запреты и разрешения этих действий на турнирах. Их запретить практически невозможно. Если запрещены там захваты, вот как я показывал, залезть головой в защиту, то всегда можно просто протянуть руку. Протянули ручку, рука противника, ну сюда встань, как это бывает. Пошли, протянули и показываете, смотрите на судью, говорите: смотрите, я не делаю ничего, я просто вытянул щит вперед. Как бы он сам залез. Залезли-то вы, конечно, но аргумент для судьи хороший. Тоже, когда вы опускаете руку вниз и прижимаете меч к бедру, это тоже законно, это не запрещено, нельзя запретить правилами. Ну, просто невозможно. Вы не хватаете меч рукой, вы вправе опустить щит вниз, прижать к своему бедру. Вправе. Все. Так что пользуйтесь, обучайтесь, практикуйте. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, пальцы вверх ставим. В гостях у нас был Батист Хвати. Да, канал поддерживайте. Батист, скажу всем пока.